Привет, 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 песеры, с вами Морж. Понедельник, начало новой рабочей недели, начало новой учебной недели. Вроде ж каникулы еще не начались. Кто-то готовится к сессии, а у нас, как обычно, выходит селекция. В принципе, в четверг мы уже анонсировали, что будет селекция Барселоны. Поклонников у Барселоны много, поэтому, я думаю, она вызовет неподдельный, так сказать, интерес в PES-сообществе. Открывать я буду все это дело, и рассуждать с вами о этих игроках на ПК, потому что на мобилке, там, где я собираю Барселону, у меня все эти игроки есть. И чаще всего их более хорошие версии. Тут две у меня выпадают по версиям. Вот, я вам расскажу, какие, в принципе, лучше, хуже и так далее. Добавляют нам стандартное соревнование понедельниковое, да, в этот раз мексиканская. Это же мексиканская лига. Вроде бы мексиканская лига, да, ББВА. Что здесь хорошо? Награды, как обычно, но главное, здесь дается, опять же, в 3 раза больше очков опыта за матч, как и в той лиге, которую я вам показывал вчера. Короче, здесь тоже можно прокачать игроков, что неимоверно здорово. И, как обычно, добавляется такая же мексиканская лига, только в варианте игры против реальных игроков. Как вы понимаете, пройти ее можно, награды получить можно, но качать игроков все-таки легче против искусственного интеллекта. И Барселона. Барселона, 8 игроков, 3 попытки, к сожалению, бесплатных попыток нам на все это дело не дают, а также нам завозят, избранных игроков Испании, да, здесь, кстати, из Барселоны есть Кунде, я удивлен, на самом деле, что его в паке селекции нет. У Konami есть такой прикол, что добавлять и в одно, и во второе, чтобы побольше у вас дублей было. Их мы откроем завтра, о их прокачке поговорим завтра. Сегодня день конкретно посвящен Барселоне. Напоминаю, что если ты хочешь следить за новостями, то подписываешься на мой телеграм, ссылки в описании и закрепе. Если хочешь задонатить на мобилку сосиских карт, тоже пишешь мне в личку в телеграме, там же ссылка, и с этим я тебе могу помочь, тем более сейчас идет акция на монеты. Итак, 8 игроков. Что у нас здесь хорошего, что у нас здесь плохого? Значит, Де Йонг, в принципе, как его моделька, вот как футболист в игре, он мне дико нравится. По Де Йонгу был у нас он 96 от сборных, от сборной Голландии с максимальным рейтингом 96, этот будет 95. В целом, несмотря на то, что не слишком хорошие показатели в защите, он даже центрального защитника играть как бы может, и честно, находясь на позиции центрального полузащитника, он ведет себя совсем не как дирижер, а скорее как бокс-то-бокс. 10 навыков, все у него здесь хорошо, да и он отличная карточка. Далее, Гави, 96 он у нас был бигтаймовский, этот будет качаться до 94, крайне приятный молодой человек, но я его чаще всего использую на позиции именно атакующего полузащитника. Не хватает ему выносливости. Тем не менее, видите, хорошую агрессию, хорошую вовлеченность в защиту. Но при этом умение защищаться 60. Я не знаю, как это комментировать. Пусть лучше Konami как-нибудь прокомментирует, почему именно такой перекос по статам. Хороший пас, в принципе, неплохо все со скоростью и ускорением. Стиль креативный плеймейкер, да, не самый лучший, по моему мнению, для атакующего полузащитника. Тем не менее, не самый плохой, так сказать, далеко не самый плохой. Ферран Торрес, был он у нас... 95-й в паках партнеров. Вот, этот будет качаться до 94. Раньше, кстати, он был правым нападающим, а Дембеле левым. Теперь Дембеле у нас правый, этот левый. В целом, хороший бегуночек. Пас низом не очень, пас навесом вполне себе. Стиль смещения с фланга. 9 финтов. Есть штатный пенальтист, допустим, как по мне, абсолютно бесполезный навык. Карточка приятная, карточка полезная, если вы собираете сборную Испании, если вы собираете Барсу. Причем у него хорошая универсальность. Левый и правый полузащитники, левый и правый нападающий, даже центральный нападающий, может он становиться и проблем не испытывать. Гарсия. Был он у нас от команды недели 92-й, этот качаться будет 94-й. То есть на данный момент это самая топовая его карточка. Сразу отмечаем, для центрального защитника отличный пас низом и пас навесом изначально. Вполне неплохие статы в защиту, вполне неплохая скорость и ускорение, как для центрального защитника. 182 сантиметра, да, не сильно богатырь, тем не менее, карточка вполне себе приятная. Маловато навыков, всего лишь 4, но можно будет добавить, поэтому, в принципе, пойдет для поклонников Барселоны уж точно. Штеген был у нас 94-й, он максимальный, этот 96-й, то есть, опять же, это лучшая его карточка на данный момент. Стоит ли он у меня? Матчи 15 отстоял, ничего особенного не показал, честно скажу. Отбивает, пропускает, как и любой вратарь. Сказать, что какой-то вау имба стена, я бы не сказал, но вполне себе пойдет.
Далее Дембеле. 95-й он у нас был из команды недели. Эта карточка будет качаться до 94. Отличная скорость и ускорение, само собой, дрибла, и вполне себе неплохой будет у него баланс. 10 навыков присутствует, плюс красивенькая работа, но, сами понимаете, это все крайне ситуативно. Тоже хорошая универсальность, чуть хуже, чем у Торреса. На центрального нападающего стать он не сможет. Кисье был у нас 95-й от команды недели, этот 94-й. Опять же, похвалю его вот на уровне Де Йонга. Отличный центральный полузащитник. В защиту отрабатывает, пас отдать может, в атаке помочь может, бежит нормально, выносливость порядочная, корпус присутствует. Кисье, в принципе, мне очень даже нравится. 9 навыков у него. Единственное, а кто он по национальности? Ирландец? Вот я просто сейчас на флаг смотрю. Кисье ирландец? Серьезно? Не, ну в принципе я ирландцев так себе и представлял. Но... Или это глюк? Надо реально прогуглить. Кисье ирландец. Ну это ж Ирландии флаг. Ну вроде бы. Ладно, это надо гуглить, вот честное слово. Ну и последний у нас Бальде, испанец здесь 100%. Кстати, испанцев я себе тоже именно так и представлял. Бальде, так, где у меня тут информация по Бальде? Ага, 92 он был в паках партнеров. Этот будет качаться до 91, то есть чуть хуже, чем из партнерского пака. При этом величайшая просто скорость изначально, да, класснейшее ускорение. Баланс, выносливость тоже присутствует, пас навесом тоже можно, в принципе, хорошо выкачать. Но, смотря на агрессию левого защитника, да, без прокачки 58, ты сидишь и думаешь, Барселона, а защитник ли он вообще? Как бы нет у него дополнительных нормальных позиций левого полузащитника и левого нападающего, типа теоретически он там может сыграть, но смотришь вот изначально на статы, они вообще не защитные. При этом 5 навыков у него, и сами видите, на защиту вообще ни хрена. Обводка двойным касанием, подсечка Роналдо, проброс между ног с разворота, одиночный контроль, подкрутка шведкой, где какой-нибудь опекун перехват или еще что-то, не завезли. Не хотят нам это все дело давать Konami. Ладно, в общем, по игрокам вкратце пробежались, прокачка вечерком займемся прокачкой, да, посмотрю, что там, как можно раскидать. Ну и давайте посмотрим 3 попытки, что мне из этого пака хорошего выпадет. Надеюсь, что-нибудь хорошее действительно выпадет, чтобы можно было порадоваться. Кстати, в четверг у нас анонсированы эпики Арсенала, вот, моего любимого клуба, и, как я понимаю, у нас будет Big Time Wilshere, Пяти и Симон. Вот, скорее всего, такой набор из 3 будет. Ну что ж, выпадает мне Гарсия, на данный момент самая сильная, повторяюсь, его версия, качаться будет до 94, ну, естественно, при автоматической прокачке и без сыгранности. Неплохо, неплохо, не слишком много карт его было в этом сезоне в нашей игре, у остальных как-то гораздо побольше, у того же Гави, ну, реально было дохрена карт, включая Big Time, поэтому у него конкуренция, так сказать, намного выше была. Ладно, Гарсия очень даже неплохо, по крайней мере, из этого пака достаточно уникальный товарищ, который лучше предыдущих всех своих версий, хотя их, по-моему, всего 3 было, то есть обычная, вот, это 92-я, это 94-й. Второй товарищ тоже, который лучше, собственно, своей версии, которая была до этого, этот у нас 96 будет, а была у нас только 94-я, кстати, тоже в этом сезоне Терштеген как-то ни в команду недели не попадал, особо карточек не получал специальных, ну, не знаю почему, тут уж фанаты Барселоны могут в комментариях написать, он действительно провел так себе сезон, хотя вроде он Барса чемпионом стал, я ж не ошибаюсь. Значит, нормально. Пропускал, ну, меньше, чем остальные, по крайней мере. Ну, или Барса просто забивала гораздо больше, чем остальные. И 4-звездочный игрок Бальде, судя по всему. Да, Бальде мне и выпадает. Классно, конечно, смотрятся и лица, и форма на ПК-версии. Мобилки до такого далеко, да, и я надеюсь, они до такого никогда не доведут, потому что, зная Konami, там такие системные требования будут, что, извините, привезите iPhone, который выйдет через 10 лет, и он и то хрен потянет всю эту красоту, которую Konami может навертеть, но не может оптимизировать. Ну что ж, улов в целом достаточно неплохой, по делюксу Испании поговорим завтра, по прокачке Барселоны поговорим сегодня. Пиши, открывал ли ты этот пак, кто тебе выпал, если нужно задонатить, пиши мне в личку в Телеграме. Ну, в общем, все по стандарту. Начинаем рабочую неделю. Впереди тяжелые 5 дней. А на этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.